Самая большая рыба, которая когда-либо была поймана, это китовая акула. Эту громадину выловили неподалеку от острова Баба в 1949 году. Сражаться с гигантом пришлось целой рыболовецкой бригаде, а поднимать на сушу с помощью лебедок. Неудивительно, ведь в длину акула была около 12,5 метров, а весила целых 20 тонн. Но этот рекорд вовсе не означает, что самая лучшая рыба водится лишь в теплых морях и океанах. Живое серебро. Именно так называют ценные виды рыб из рода сиговых, которые водятся на Ямале. Но прежде чем мы расскажем, какую еще добычу ловят в реках и озерах севера коренные народы и какие знают уловки и секреты для успешной рыбалки, не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа по ссылке в описании и активировать колокольчик. Так вы точно не пропустите ни одно видео о жизни на Крайнем Севере, а также загадках и тайнах нашей планеты. Сиговые – это часть семейства лососевых рыб. На латыни сигов называют корригонус, что приблизительно переводится как «зрачок под углом». Одним из самых популярных на Ямале представителей этих рыб считается муксун. Именно он издревле был одним из основных продуктов в чумах тундровиков. Обитает он в реках Обь, Енисей, Лена, озерах Таймырского полуострова, а также пресных участках Северного Ледовитого океана. Чаще всего муксун вырастает до 30-50 сантиметров, иногда до 60-70. Вес составляет 2-5 килограммов. Некоторые особи достигают 8 килограммов. Но случалось, что попадались рыбы длиной до метра и более и весом выше 10 килограммов. Знатоки утверждают, что в кулинарии муксун хорош в любом виде – сыром, жареным, соленым. Из него делают малосол, жарят или тушат на сковороде, делают уху. Но ненцы чаще всего употребляли ее в виде строганины, ведь мясо у этой рыбки жирное и нежное, а еще очень легко усваивается. При этом муксун богат белком, фосфором и другими полезными веществами. А это очень важно в условиях Крайнего Севера, где почти нет овощей и фруктов. Эта рыба была настолько популярна, что со временем ее численность в северных водоемах стала резко снижаться. Поэтому Минсельхоз с 2014 года запретил ее ловить в нескольких регионах, в том числе и на Ямале. Мораторий ввели для того, чтобы популяция этой уникальной рыбы смогли восстановиться. Аналогичная история произошла и с нельмой, которую можно назвать царицей обских глубин Ямала. Это самый крупный представитель подсемейства сиговых. Отдельные особи достигают 1,5 метров и весят более 50 килограммов, а средний их вес – от 7 до 15 килограммов. Водится нельма в бассейне Северного Ледовитого океана в нижнем течении крупных рек Оби, Енисея, Лены, Иртыша, Печоры. Нельма – хищница и охотится на молодых карпов, окуней, корюшку, ряпушку, муксунов и налимов. Ударами мощного хвоста она оглушает жертв, а потом проглатывает. Другая особенность состоит в том, что она всегда стоит головой не по течению, а против него. Пойманная нельма издает свежий аромат, напоминающий огуречный, и это не случайно, так как водится она только в чистой воде. Поскольку добывать эту рыбу запрещено, то на Ямале в свободной продаже ее не встретишь. А жаль, ведь у нее весьма изысканный вкус. Из нельмы можно приготовить уху, заливное, добавить мясо в салаты, жарить на сковороде или решетке, запечь в фольге и, конечно же, сделать строганину. Третьим после муксуна и нельмы в топе самых вкусных и полезных рыб Ямала считается чир, он же щекур. Живет он в водоемах севера России, в том числе и в Сибири и на Камчатке, а также в северных провинциях Канады. У ненцев считается, что брюшки чира целебные, помогают при заболеваниях пищеварительного тракта, ими кормят тяжело больных, стариков, детей, женщин перед родами. По мнению ученых, первые орудия для рыбалки появились на севере еще 20-25 тысяч лет назад. Тогда это были костяные наконечники гарпунов и крючки. Позже они изменялись и совершенствовались, поэтому традиционные способы рыбной ловли у тех же ненцев довольно разнообразны. Рыболовство – одно из основных занятий лесных ненцев, наряду с охотой и оленеводством. Это не могло не отразиться на их верованиях. Каждое озеро или река имели своего покровителя, которого перед началом промысла стоило задобрить.
Так, перед пересечением Оби во время перекочевок хозяину реки приносили в жертву оленя, а его рога вешали на лиственницу, считавшуюся священным деревом. Во время промысла в море, если поднимались волны, в воду бросали ружье или еще что-то ценное, стараясь умилостивить хозяина этих вод. В наши дни, конечно, оружие в воду никто не бросает, но бережное и уважительное отношение к рыбному промыслу сохранилось. Так немцы стараются не ловить рыбы больше, чем необходимо, и могут прервать даже самую удачную рыбалку, если считают, что пойманной рыбы достаточно для пропитания. Рыбу немцы ловят в течение всего года, едят соленой, копченой, вяленой, вареной и сырой. Чаще всего в сети немцев приходят осетровые, сиговые, лососевые виды рыб, а также ясь и навага. Для ловли рыбы немцы используют разные снасти, которые раньше изготавливались самостоятельно из природных материалов. Сачки и сети раньше тоже плели из конопляных ниток с помощью деревянной иглы. Поплывки вырезали из дерева, а запоры из острых жердей. Пожалуй, одним из самых распространенных приспособлений для лова у немцев долгое время была морда. Это ловушка для рыбы, известная с глубокой древности. Она сплетена из тонких прутьев и состоит из двух корзин в форме усеченного конуса, вставленных друг в друга. В малой корзине есть отверстие, в которое рыба заплывает и оказывается в двойной ловушке. Ведь внутри морды образуются две воронки, которые впускают рыбу внутрь, но не позволяют ей выбраться назад. Обычно морду делают до 1,5 метра в длину. Для ее изготовления немцы используют разный материал. Для основания корневища кедра, ели и черемушника, для боковой части прутья лиственницы или красной ивы, предварительно вымоченные в горячей воде для большей гибкости. Морду используют для рыбалки вдоль берега. Перед тем, как опустить ее в воду, внутрь кладут еловые ветки, которые приманивают рыбу, а отверстие верхнего конуса затыкают сухой травой. К основанию крепят грузы, чтобы ловушка не всплыла, а затем крепкой веревкой привязывают морду к кусту или вбитому в дно водоема колу. Морду необходимо регулярно проверять, в противном случае рыбы набьются слишком много. Между прочим, именно из-за переполненных ловушек и появилось выражение «морда треснет». Небольшие реки и разливы немцы перегораживают деревянными запорами из жердей. В просветы между запорами вставляют морды, в которые набивается добыча. Осенью, когда рыба начинает подниматься вверх по рекам к местам зимовий, рыбаки ставят ловушки по течению реки, а весной, когда рыба спускается с нереста, их устанавливают против течения. Летом рыбу обязательно заготавливают на зиму. Для этого делают юколу. Очищают рыбу от костей и сушат на солнце. Тундровые немцы готовят ее из сиговых рыб и налима. Лесные чаще всего из щуки. Для лучшей просушки кусочки рыбы надрезают по всей длине. Сушеную рыбу могут использовать для приготовления бульона или муки, а еще жарят ее в рыбьем жире. Икру едят только у некоторых пород рыб – омуля, сига, пеледи. Ее употребляют сырой, вареной и жареной, с кусочками рыбы, с жиром, с хлебом или ягодами. Кроме того, рыбу варят, сваренную рыбу вынимают целиком и подают к столу, а бульон разливают по чашкам. Из приправ чаще всего используют только соль и иногда перец. Из парной рыбы, пластов без шкурки, снятых с костей, готовят сагудай. Спинная и брюшная части самые нежные и вкусные. Есть рыба, которую немцы любят меньше остальных. Например, налима они едят только в вареном виде. Он считается не совсем чистой рыбой, так как присасывается к погибшим в сетях другим обитателям рек и озер, а это имеет отношение к миру мертвых. Особое место занимает щука. У некоторых родов лесных немцев она считается священной. Многие исследователи отмечают, что употребление рыбы и рыбных продуктов является одной из причин спокойного, доброжелательного нрава северян. Учеными доказано, что витамин D и ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, напрямую влияют на настроение человека, а их нехватка ведет к депрессии. Кроме того, рыбий жир содержит физиологически важные микроэлементы – железо, марганец, хром, йод, медь, молибден, никель, кобальт. А какую самую необычную рыбу пробовали вы? Напишите в комментариях, было это вкусно или вам, напротив, не понравилось. Не забудьте активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и написать, о каких вещах, людях и явлениях Крайнего Севера вы хотели бы узнать из наших новых выпусков. А с вами, как всегда, был канал Ямал Медиа.
До новых встреч!